Здравствуйте, Мария. Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте, слушатели. Вам почитать, что Антон пишет? Кто это? Ваш поклонник. А любовь, пишет Антон, она безусловна. То есть ты воспринимаешь человека вообще без всяких условий. А влюбленность — это такая сильная симпатия по построенному в голове образу человека. То есть любовь — это про реальную ситуацию, а влюбленность — это про некую... Мария, вы не поверите, я с ним согласен на 96%. Дело в том, что на самом деле это все правда. Влюбленность — это придуманный образ. То есть влюбленность в человека может не иметь никакого отношения. Давайте я скажу загадочно. Многие девушки в России обожают певцов. Они больше, чем влюблены. Они готовы умереть за них. Им даже плевать, что эти певцы геи. Это я к чему рассказываю? Ну, то есть они не могут составить это женское счастье фанатков. Дело в том, что... Они имитируют это счастье. Ну, они даже не пытаются, я бы сказал, имитировать. Дело в том, что влюбленность, она этим и характеризуется. Что, ну, девочки, например, ну и мужчина тоже влюбляется в певиц. Так вот, люди, давайте так обобщим, придумывают себе некий образ и в него влюбляются. Все, например, медийные персонажи, ну, известные, те же музыканты, очень трезво дают себе отчет цены этой влюбленности. Никакой. Потому что между этим потрясающим светлым образом, когда он поет песню, она рыдает, и вот этим вот бухающим человеком нетрадиционной сексуальной ориентации огромная пропасть. И вот взять на себя этого человека в реальной жизни никто и не захочет, как правило. Они, кстати, как правило, одиноко и живут. Вот, например, великий комик, господи, как его звали-то, английский, самый великий комик в мире. Чарли Чаплин. Да какой Чарли Чаплин? Чарли Чаплин тому времени уже умер. Склероз его фамилия. Ну, как его зовут-то? Умер недавно относительно. Который делал такие маленькие миниатюры. Там с девушками особенно, обычно. Так, ну, Мария просто не понимает. У меня просто подвисла материнская плата, да, сейчас. Хорошо. Ну, вспомни, скажу. Вообще умер в одиночестве. Бенни Хилл. Конечно. Спасибо вам, Мария, вы такая добрая. Бенни Хилл. Ну, я его просто обожаю. Глубоко одинокий человек, умерший в одиночестве. И таких очень много историй. Вот влюбленность — это всегда придуманный персонаж. Это только то, что у вас в голове. Любовь — это все-таки реальный человек. Почему я сказал 96%? Мария даже это не зацепила. Потому что, к сожалению, 90% людей, не принимая себя, не принимают других такими, как есть, и, безусловно, любви у них не получается. И сегодня мы об этом тоже поговорим. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Михаил. У меня такой вопрос. Мне очень важно мнение вас, Михаил. Влюбленность для меня, ну, не всегда, а в основном перерастает в любовь. Если повезло, если счастье вокруг. А во что перерастает потом любовь? Какое-то уважение, привязанность. Понятно, что она не может длиться как в первый год, так же там через 20-30 лет. Подождите. А почему? Нет, как в первый год она может и не может длиться. Но она же не обязательно во что-то должна перерасти. Она же может оставаться любовью всю жизнь. Вы так не считаете? Ну вот смотрите, у меня с мужем срок 10 лет. Мотаете? Я понимаю... На двоих, да? Да, каждая пятеря, но... Да, и я понимаю, что как в первые годы уже немножечко все по-другому. По-другому какие-то импульсы, по-другому какие-то нейроны в голове, в сердце. Все понимаю, но это же не потому, что любовь прошла. Она, может быть, видоизменяется. Другая. Да. А вы так говорите, что люди могут подумать, типа, Михаил, когда оно все сдохнет, что будет вместо этого? Нет, я имею в виду как раз вот, по вашему мнению, это все та же любовь, правильно? Она не та же, она любовь, притом нельзя сказать, что она хуже. Она, может быть, эмоционально будет попроще, у вас не будет таких состояний, что прямо вот дух захватывает, и вы есть не можете. Но она, может быть, при этом глубже и вообще строится не сколько на ваших вот этих вот качелях эмоциональных, сколько на состояние спокойствия и счастья.
это все какие-то разные периоды в жизни отношений и, соответственно, разные чувства. Я не хочу бежать впереди лошади и сразу все карты раскрывать. У меня есть своя теория по поводу того, что такое любовь. Естественно, я поделюсь, но если бы я хотел сам про себя поговорить, я бы и телефонных звонков не принимал. Влюблен был, пишет нам кто-то. Чувство нежности и заботы о человеке переполняло. Влюбленность — это когда в маршрутке увидел, подумал клево, а потом оп, и нету. Ну, нету маршрутки больше по этому маршруту. Да вообще больше маршрутки там нету. Да вообще транспорт теперь не ходит. Поехали дальше. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Марина. Я слушаю ваши передачи буквально год. Благодарю вас. Меня прям так переполняют чувства, я даже не верила, что я дозвонюсь. В общем, моя история такая. Я влюбилась в парня очень красивого, такой прям привлекательный, обаятельный, заботливый. 2 года назад я вышла за него замуж. И, получается, последние полгода у нас отношения не заладились. Не заладились на почве того, что он мне изменил. И я об этом узнала. После того, как я об этом узнала, я какое-то время вела себя как жертва, как я сейчас понимаю из ваших передач. Вот. И я боялась об этом признаться, но в один прекрасный момент я все-таки сказала, что я видела всю эту переписку, и я все это терпеть не буду и не хочу. И я ушла от него. Все дело в том, что я влюбилась в парня, в латыша, а я сама русская. Вот. Мне пришлось поменять страну, отказаться от работы, и сейчас я живу, получается, в Латвии. Вот. И получается, вот я 3 месяца уже снимаю квартиру, живу одна, но состою, получается, в официальном браке с ним. Вот. Разводиться ни он, ни я, у нас, видимо, не хватает, мужества, что ли, сделать этот шаг. Вот. Но отношения уже таким холодом прям веют. И вот 3 месяца я нашла себе хорошую работу, и у меня прекрасное образование, у меня 3 диплома, то есть я самодостаточный, достаточно в финансовом плане человек, да. Такое ощущение, что сейчас уже просто ищут нового жениха. Продолжайте, не останавливайтесь. Вот, и получается, но у меня еще остались чувства к этому человеку. И вот я, когда прочитала тему вашей программы, я вот все-таки хочу понять, все-таки у меня влюбленность к нему или все-таки любовь? Вот у вас уязвленное самолюбие, не то и не другое. Ну, в здоровом смысле. Потому что вы любите человека, который вас не любит, говоря по-русски. Но в моем понимании, я об этом и в книге написал, это не есть хорошо. И давайте, не просто я буду отвечать на звонки, а хоть какое-то резюме делать. Я хотел, жалко, что человек уже захочет разговаривать с моей Риной, спеть песню «Зачем вы, девушки, красивых любите? Одни страдания от той любви». Вот это сняла решительно, пиджак наброшенный. Да, как раз прямо про Марину. Так вот, я хочу сказать, если парень тебе изменил, если ты с ним вместе не живешь, и отношения у вас холодные, а ты к нему что-то испытываешь, вот это что-то связано примерно с той же любовью, которая у меня была к сигаретам. Когда я в 4 утра бегал у таксиста за 5 рублей яву покупать, которая через час уже 30 копеек стоила. Это зависимость, это не про любовь. Это такие эмоционально, статусные поступки, связанные с тем, что твой статус падает, ты чувствуешь себя униженным, раздавленным, ты хочешь все это вернуть, и это перерастает в какие-то чувства. Любовь, в здоровом смысле, это история о том, что все любят друг друга. Единственное исключение, дорогая Марина, может быть, время мало прошло, месяц-два, тогда это нормально, вас скоро отпустят. Если вы так годами начинаете страдать, то это уже зависимость такая, как у меня была от сигарет.
То есть не намного это лучше или романтичнее. А Анна нам пишет: последние годы любовью считаю сочетание физического влечения и уважения к человеку. В таких отношениях я провела последние 4 года, но, к сожалению, человек не готов был сделать мне предложение, а я хотела семью. Вопрос: всегда ли с этого может начинаться счастливая семья? Может ли сексуальное влечение прийти со временем, а сами отношения начаться с простой дружбы? Да, теоретически может. Что должно вас насторожить? Что если у вас проблемы в сексе с самого начала, а в дружбе все хорошо, то перерастет ли это потом в любовь физическую, не уверен. Как практикующий психолог я могу сказать, что очень многие разводы, конфликты семейные и глубокое взаимонепонимание связаны с тем, что с самого начала была сексуальная проблема, но люди думали, что они ее преодолеют. Дело в том, что, как сказать, дружбы секс не перешибешь, короче. Это совершенно разные ипостаси нашей жизни, и они не так уж прямо пересекаются. Поэтому, если у вас начинается с дружбы, а потом у вас все прекрасно и сексуально, так может быть. То есть, если секс в дружбе не помеха, то окей. Да, ну то есть это может быть сначала люди дружат, а потом они, ну, например, многие люди теперь знакомятся на работе. У них сначала какие-то, их связывают рабочие моменты, как говорится. А потом это перерастает в любовь. Но если нету никакого влечения, и потом в постели его тоже нету, а дружба есть, я бы 10 раз подумал, стоит ли продолжать такие отношения. Антон из Москвы интересуется. Влюбился в женщину, узнал, что она из эскорта, ну и вообще много еще чего. Бывают ли у таких историй хэппи-энды? Конечно. Или она завязалась с эскортом, или Антон тоже перешел в эскорт. Варианты я вижу 2. Семейный бизнес. Можно и так сказать. Добрый вечер. Ну как? Тишина. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло? Да. Здравствуйте, меня зовут Денис, я живу в Австрии. Даже не ожидал, что сходу дозвонюсь до вас. Я и моя жена много слушали ваши передачи, и, скажем так, во многом получилось найти своих тараканов в голове. Много, конечно, еще нужно поймать. У меня такой вопрос по поводу любви. Я с вами согласен с определением, которое вы подтвердили у одного из слушателей, который звонил. И у меня такой вопрос, по поводу которого мы с женой иногда вступаем в разногласия. Это бытовое проявление любви. Вот, допустим, жена мне говорит: вот я тебе купила свитер с большой любовью, а ты его не надеваешь. То есть ты меня совсем не любишь. Угу. Так. Вот, и как бы, я говорю, что, какое это имеет отношение к любви. Может быть, мне там есть какие-то сложности с одеждой, я там не могу сразу надеть что-то новое, но это же не означает совершенно, люблю я или не люблю тебя. Угу. Вы тоже в разговоре с женой такие паузы делаете? Вы разговариваете с женой тоже такие паузы делаете? Паузы, я бы так сказал, у меня такая особенность мышления, что я как бы по природе тугодумный, поэтому тогда я задумываюсь, чтобы составить фразу или там в чем вопрос? Правильно. А вопрос, в чем любовь проявляется вот в быту, в повседневности, там. В заботе, во внимании. Покупкой. А жене, чтобы не расстраивалась, расскажите такой анекдот еврейский. Как одна еврейская мама своему сыну подарила 2 галстука на день рождения. Наступил день рождения, сын одел галстук. Мама подходит и говорит: а что, второй не понравился? Может быть, жена передумает вас в следующий раз, спрашивать, чего вы свитер не носите. Здрасте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас зовут? Александра из Москвы беспокоит. Михаил, Мария. Такая ситуация. Есть общность интересов, совпадаем хорошо.
и в постели хорошо, и ментально, и интересы общие. Но как только заходит разговор о детях, о совместном быте, мне это не нужно, я сливаюсь. И так каждый раз. Это вы сейчас про себя или про него? Про меня, мне 30 лет. И вам не нужно детей, вы пока не готовы. Не хочу ни детей, ни вместе жить. Посоветуйте, что со мной не так и как мне строить отношения. Что с вами не так, я не знаю. Но, например, давайте вариантов несколько. Первый вариант – вы еще не созрели. Ни для совместной жизни, ни для детей. Вариант второй – вы вообще не хотите детей. Вариант третий – вы не хотите детей, и вы не хотите ни с кем жить. Но по той Да, причине, мне удобно. Да, ну потому что при этом вы говорите, что все хорошо, а у вас какое-то влечение есть человеку? Обязательно. С каждым мужчиной это как вот Как то, что надо. да. Нет, понимаете, я сейчас не спрашиваю, насколько вам с ними хорошо. Отлично. Я сейчас не об этом. Я сейчас поясню, наверное, свой вопрос. В моем понимании, а у меня традиционное понимание, если мужчина вам нравится, вызывает какие-то чувства, то следующее, что вы чувствуете, это потребность видеться как можно больше. У вас это есть? Нет, очень все дозировано. Я не люблю часто видеться. Вот. То есть человек, которого вы любите, вы не хотите видеть часто. Или вы его Каждый не... день нет. Вот. Или вы его, может быть, просто не любите. То, что вам хорошо, это же не обязательно про любовь, правильно? Вы знаете, может быть, и не каждый умеет любить. Просто в чем суть? Я с мужчиной, мне хорошо, меня устраивает все. Его не устраивает только этот момент. Ну, что это он понятно. хочет детей и семью. И что мне делать? Одной жить всегда. Почему? А вы же хотите жить одна. Что значит вы так ставите вопрос? Вы же сами отказываетесь. Мужчины уходят. Михаил, мужчины уходят Да? к той, которая хочет детей. Пусть он ее не любит, не хочет, Хорошо. но она домашняя. В мире миллион мужчин, у которых уже 5 детей. Поняла. Они Вас уже устали люблю, алименты уважаю, что вы платить. поняла. Мари, и вам обязательно хорошего мужчину. Вы самая прекрасная ведущая. Спасибо. Внезапно, спасибо. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, скажите, пожалуйста, меня Родион зовут, и дело в том, что у меня есть, так скажем, моя теория, которую, возможно, я где-то когда-то прочитал. Дело в том, что я считаю любовь как составная часть, это уважение, понимание и забота. В общем, 3 слона, на которых стоит это большое чувство. А любовь может быть братская, любовь к матери, любовь к своей жене. Скажите, пожалуйста, насколько это вообще реально существующая в жизни теория, и как вы к этому относитесь? Ну, это рационально же, правильно? Вы говорите о том, что, как ведут себя люди, что они делают, если они любят. Я правильно вас понимаю? Вообще, да. То есть разные Они отношения... заботятся, они уважают, они проявляют внимание. Вот вы говорите, как ее можно, так сказать, потрогать руками любовь. Что значит любовь? Вот такое поведение определенное, да? Ну да, то есть те отношения, в которых какой-то из этих компонентов проседал, так или иначе, в конце концов разваливались. И когда я замечаю, что все 3 этих компонента работают, я понимаю, что все очень хорошо. Вы знаете, тут такая есть одна маленькая проблема, Родион. Любовь относится к категории эмоций. Понимаете, какое дело? Угу. Нет такой эмоции уважения или эмоции внимания. Эмоция – это то, что вы переживаете в состоянии любви. А тут много любопытного сейчас узнаете. Первое. Всемирная организация здравоохранения назвала любовь временным психическим расстройством. Болезнью временной. Понимаете, какое дело? То есть любовь живет 3 года, это близкое к правде. Нет, это вообще, да? это вообще разные вещи. Потому что ваше состояние вообще неадекватно, а самое главное, вы никак не можете объяснить, почему он, а не этот, а вот этот человек. Чем он лучше? Был такой гениальный фильм, комедия, я помню, старый, с Депардье. Играл Депардье, король Буке играла его жену, и такая толстушка мелкая, которую не помню, как зовут. Вся фишка была в том, что Депардье обожал эту мелкую толстушку, килограмм под 100 и рост 1,50 м, и не очень любил свою жену, признанную красавицей король Буке. Вот так устроена любовь. Ученые не могут сказать. Они понимают, что это какие-то ассоциации детские, подростковые и так далее. Так вот, я хочу вам сказать, что чувство, которое вы испытываете, есть любовь. У меня своя теория. Она гласит очень простую вещь, что любовь – это переживание ребенка по отношению к взрослому, больше ничего. Там нету вообще. Все, что вы испытывали в детстве, например, вы любите родителей, а они вам внимания не уделяют, вы страдаете. Или они агрессивно себя ведут, вы их боитесь. Или они вообще на вас забили, они холодные люди.
вы переживаете одиночество, при этом любите. А если у вас родители, здоровые, адекватные люди, то вы счастливы. Вы знаете, что они у вас есть чувство безопасности. В общем, и тогда, когда вы взрослый человек, вы ровно по этому сценарию все испытываете. А то, что касается внимания, уважения и так дальше, я, конечно, не могу с вами не согласиться. Но это от головы идет. Любовь так не устроена. Любовь устроена как какое-то переживание, как какое-то состояние души. Но если мы вернемся к герою Депардье, слишком красивая для тебя, Бертран Блие назывался. Но спасибо, Мария. Мне кажется, Михаил, он ее слегка стеснялся. Жил-то он с Кароль Буке и в общество вводил свою супругу. Но любил он это самое, да. Но это немножко не укладывается в термин уважения, который говорил Родион. Вообще. А еще я забыл сказать Родиону. Потому что социально он ее не признавал. Да, Фрейд еще сказал, смешно еще сказал, секс не терпит вообще уважения никакого. И это правда. Так, поехали дальше. С возрастом я поняла, тоже, кстати, не могу не согласиться, что влюбленность — это розовые очки. Смотришь на человека, он весь такой идеальный, так нравится. А любовь — это когда уже переносится устало. Снимаешь очки спустя время, а там все то же самое, все тот же человек, который нравится любым. Это кто сказал, помню? Достоевский, по-моему. Беленькие, вы полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякие любят. Да, трудно не согласиться с этой идеей. Что у вас, Мария? Так, давайте... Тут про вас, можно я про вас прочитаю? Давайте что-то конкретное, а потом про меня. Про Сергея сначала из Москвы. Хорошо. Он пишет следующее. Добрый день, Михаил. Влюблен в девушку, знакомы 20 лет, отлично проводим с ней время, мечтаю быть с ней, но как только дело доходит до некоторой романтики, то я сбегаю, потому что я устала от этой френд-зоны. Разве это любовь или это влюбленность? Как разобраться, что происходит? Там все, видимо, несложно, там, видимо, никак до секса. Как говорится, уж Герман полнится, а близости все нет. И это то, что мы знаем. 20 лет когда. Да. Это самое. В Comedy Club был потрясающий такой номер. Значит, Багама, я сейчас, от балды, там другие слова были. Мальдивы, яхты, подарки, часы, айпады. Это не романтика, это деньги. Ты шлюха, он богатый. Романтика — это когда он бедный, а ты шлюха. Эта шутка такая была в Comedy Club, я просто вспомнил. Я все-таки про вас прочитаю, Мария. Цитаты великих людей. Вы скажите, что Сергею делать? Мы же не ответили. Или вы... Я могу сказать про себя. Давайте. Потому что людям советы давать? Лучше собственный опыт. Сергей, я никогда не заморачиваюсь. Если я девушку хочу, она меня не хочет, это не повод ее добиваться. Почему? Потому что это не последняя девушка на земле. Вот и все. Я ответил Сергею на вопрос. Сергей, подмигните, если... Или головой кивните. Мне все не терпится все-таки про Марию прочитать. Влюбленность, пишет незнакомый автор, это когда впервые услышал голос Марии. Мария, это не меня так зовут, ведь а вас. А любовь возникла, когда увидел ее. Много лет ничего не меняется. Вы сами-то догадываетесь, от кого? Нет. Какой-то вздыхатель тайный, да? Там есть вопрос к вам, Михаил? Не ко мне вопросы, не кажется, не те спасибо, не мне здрасте. То есть нет даже имени. Никак не представился ваш поклонник. Сообщение от Никиты, 19 лет. Не могу найти вторую половину. Если получаются отношения, то они недолгие, максимум 4 месяца. Очень переживаю, чувствую зависть к ровесникам с долгими отношениями, потому что чем я хуже. Вопросы, что делать, ждать подарок от жизни или искать, тогда как искать? И очень сильно переживаю, когда девушка меня отшивает. Нет, вы знаете, может искать, может и не искать, это все спонтанно происходит. Одно дело, когда вы хотите каких-то отношений, целенаправленно их ищете. Ходите в разные места, где эти отношения существуют. Смотри, вообще не смешно, да, сейчас шутка была. Вообще отвлеклись в этот момент. Многие собираются просто выйти замуж прямо в ночном клубе. Да вы что? Некоторым удается на пару ночей это сделать. Там социальные сети, тиндеры, службы знакомств и так далее. Но если вы хотите испытать ни с чем не сравнимое состояние влюбленности, то вы должны понять, что это очень спонтанная вещь. Она ни с чем не связана.
И вы, может быть, будете ходить и знакомиться, и ходить на свидания, но ни в кого не влюбитесь. Ну, подождите, вы же увеличиваете шансы свои, по крайней мере, когда ходите на какие-то свидания. Может быть... Чисто теоретически. Да я думаю, можно выйти за хлебом и жениться. Вот что я думаю об этом. Можно. Нет специально отведенных мест, как некоторые думают. Вот, это то, что я хотел сказать Никите. Все, у нас звонок. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, Михаил Александрович. Меня зовут Мария, мне 20 лет. В первую очередь хотела бы вас поблагодарить за ваш труд, он бесценен. Хотела бы поделиться своей печальной историей и задать вам вопрос. Ситуация такая, около года назад я познакомилась с молодым человеком, мы друг в друга влюбились, можно сказать, это была любовь с первого взгляда. И буквально через месяц мы начали жить вместе. Через 3 месяца это превратилось в невротические отношения. Уже через полгода он проявлял открытую агрессию ко мне. Также у него была девушка, с которой он встречался 3,5 года. Вы параллельно встречался? Нет, не параллельно, до меня. Так. Ну, у них там тоже какие-то были очень сложные отношения. И промелькали такие моменты, что он мог назвать меня ее именем. Впоследствии он уже начал сравнивать наши отношения. То есть он говорил прямым текстом, что вот она делала так, а ты делаешь так. Она лучше тебя. Ты не готовишь, как моя мама, да, это выглядит? Ну, в принципе, да. Он постоянно придирался ко мне в быту. А можно мне вам вопрос задать встречный? Вот я вас слушаю, у меня вопрос возникает. Это же было не единовременно, правильно? Это продолжалось в течение какого-то времени. Да. Вы мазохистка? Можно сказать, что да. К сожалению, моя психика так устроена. Я не могу с этим ничего поделать. Да ладно. Может, что-нибудь все-таки поделаем с вашей психикой? Значит, все это закончилось тем, что он начал проявлять агрессию, и в конце он просто сказал, что я тебя не люблю, мне снится эта девушка. И это было через 9 месяцев после того, как мы начали отношения. Я просто собрала вещи и уехала. И сейчас я очень сильно страдаю, потому что через 3 дня, как только я уехала от него, он начал с ней общаться, и сейчас у них опять отношения. И мне от этого очень больно. Как мне перестроить свою психику, как мне перестать страдать, как выйти из позиции вот этой жертвы. Потому что я думаю, что у меня больше такой любви никогда не будет. Да ладно. Человека лопатой не убьешь. Я первый раз влюбился, когда мне было 4 года. И я говорю, можно я тебя поцелую? В саду в детском дело происходило. А девочка была старше меня, ей было 5. Она говорит, подожди, я у мамы спрошу. Приходит она от мамы и говорит, нельзя. Говорю, а почему? Мама сказала, это не гигиенично. И я пережил как-то это, а сейчас мне вообще 57. Короче, что я хочу сказать. Во-первых, люди влюбляются много раз за жизнь, не один раз. Потому что у них такая психика. Во-вторых, я вам дам 2 совета. Первый, конечно же, идти к психологу. Потому что то, что вы рассказываете, к любви вообще никакого отношения не имеет. Имеет, к сожалению, но имеет отношение к невротической любви и к потребности в страданиях. И вы не уходили вы именно потому, что вам это нужно. Чтобы в конце я еще и пострадала, потому что он вернулся к девушке. Я бы на вашем месте лучше его девушка пожалел бы. Так вот, вопрос вот в чем. Если вы хотите по-другому жить, а у вас вот такая странно устроенная психика, которая заточена под страдания, под переживания, по то, что вас обижали, унижали, и вам это все нравится, к сожалению, то вы должны сказать себе очень жестко, что я, первое, имею такую предрасположенность к таким людям. То есть у меня так устроена либидо, что вот эти люди мне нравятся. Второе, тем не менее, говорите вы, я знаю, что у меня это проблема, что я зависим от таких отношений, поэтому, как только первый раз что-то пойдет не так, первое, я должна об этом сказать вслух. А именно, меня это не устраивает, мне это неприятно, мне это не нравится, я к этому, так сказать, не расположена, таких отношений у меня не будет и так далее. Но это еще цветочки.
И если ситуация не меняется, вы должны уйти. При этом вы не можете говорить второй раз: я тебя просила, ты обещал, мы договаривались, и остальное не нужно никому бред. Поэтому, если вы так сделаете, и так будете делать со всеми людьми, то в какой-то момент ваша психика начнет быть другой. Но психолога я бы тоже не забывал бы. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Здрасте. Алло. Да-да. Здравствуйте. Меня зовут Мария. Так. У меня, я не уверена, что вопрос совсем по теме. Мне 30 лет, и я долгое время попадала в невротические отношения, потом я решила, что с меня хватит. Сделала перерыв года на 1,5, старалась разобраться с собой, со своими мозгами, и в какой-то момент я действительно почувствовала, что мне вот все вот это невротическое уже неинтересно. Я нашла хорошего мужчину, встретила, и у нас сейчас отношения, которые отличаются от того, что происходило с вами раньше, то есть никаких страданий явных не происходит. Но я очень тревожный человек, и у меня получается, что если из-за чего-то страдаю в этих отношениях, то это исходит не от мужчины, а просто из-за каких-то моих переживаний. Вопрос вот в чем. Как мне строить отношения с этой моей тревожностью? И возможно ли вообще, чтобы любовь с этой тревожностью сочеталась? А вот зачем это надо? Может быть, все-таки вылечиться от нее? От тревожности? Или вы прямо за нее держитесь обеими руками? Нет, я бы очень хотела от нее избавиться, просто она мешает мне в том числе Конечно. в отношениях. Люди не могут полноценно любить при тревожности. Тревожность порождает недоверие, чувство опасности, и много что, ревность и куча других проблем. Так что идите к психологу и решите эту проблему. А с отношениями что делать? Я просто боюсь, что, например, человеку будет некомфортно со мной, что я переживаю за очень много всяких вещей. Значит, ему будет некомфортно, он уйдет. Чего вы переживаете? То есть мне прямо говорить им о том, что я тревожусь из-за чего-то? Нет. Вы мне раньше напоминаете такую историю. У меня в прошлом месяце была лекция в Москве, позапрошлом. И там парень встал, молодой, говорит: а что вы про любовь да про счастье? Мы же скоро помрем. Я побросал уже эту историю. А справа, я говорю: парень, все, хватит стендапом тут заниматься. Ему 20 лет. Он умереть скоро собрался. Стала женщина и говорит, тоже тревожная, как вы: я недавно развелась, вот ребенку 5 лет, и новый мужчина зовет меня замуж. И я боюсь, что опять кончится разводом. Говорю: женщина, выходите замуж, не бойтесь. Кончится все смертью в результате. Чего так пугаете? Почитаем, послушаем. Вы хотите про любовь к себе, Михаил, или хотите какой-то вопрос от слушателя? Давайте на ваш выбор. Добрый вечер. То, что секс без любви возможен, это понятно. Возможно ли любовь без секса? Во-первых, в каком-то возрасте она и так будет без секса. У меня много лет назад на радио был очень смешной вопрос. Позвонила очень пожилая женщина, которой 78 или 82 года, я сейчас не помню. И говорит: Михаил, у меня секса вообще 20 лет не было, или 30. И вдруг этот самый мой-то, представляете, старый, полез ко мне, я аж испугалась. Что мне делать? Я говорю: женщина, первое, что сделайте, положите трубку и перестаньте хвастаться. Потом мы продолжили разговор дальше. Пошли дальше. Хотите Тамару, 29 лет? Давайте Тамару. Были у меня отношения, пишет Тамара. Влюблена была страшно. Мне 18, он прекрасен. И вот мы сидим на лавочке вдвоем в парке, и он мне рассказывает. Я слушаю, кайфую от его общества. Все прекрасно. Птички поют, цветочки. Я его обожаю. А в голове мысль: боже, какую же ты чушь несешь. И в чем вопрос? Ты влюблен. Влюблен страстно. Но разумом осознаешь, что он глуп. Но кайф-то ведь сильнее. Как бороться с такой привязанностью и не наломать дров? Не надо бороться. Давайте, раз тем более пару минут осталось, подведем итоги сегодняшнего разговора. Зачем с этой привязанностью? Это не привязанность, это влюбленность. Это потрясающее чувство. А бывает, что влюбленность ничем не заканчивается, потому что я в начале программы об этом говорил. Это чувство, которое вы себе придумали в голове, и вы человека придумали. А еще влюбленность очень смешная тем, Мари, послушайте, вам пригодится. Давайте. Не читайте книгу во время урока. Давайте. Практические занятия. Да. Значит, вот какая история. При влюбленности многие люди, есть такой феномен, проживают уже все эти отношения. Они уже придумали, как они встретятся, что будет дальше. Потом вот секс, поцелуй, потом жизнь вместе, потом дети у них, потом внуки. И это вот все у них в голове происходит. В реальной жизни
женщина вообще не понимает, о чем речь. Кстати, был такой роман Оксаны Робский, по нему был фильм «Любовь в Афон», где полкниги глазами героини, а полкниги глазами героя. Героине просто уже все, она уже замуж выходит. А герой говорит, а кто это вообще? И как ее зовут? То есть, понимаете, у людей вот это представление все в голове. Поэтому это прекрасное сладкое чувство, я бы от него не отказывался. Ну и к дню всех влюбленных хочу рассказать анекдот. Парень говорит, если в названии мужского полового члена поменять одну букву, это будет мое имя. Говорит, тебя что, зовут Вуй? Говорит, нет, меня зовут Денис. На это я обожаю просто этот анекдот. Так захотела сказать, счастливого Рождества. Друзья мои, не бойтесь влюбленности, не бойтесь отношений, не бойтесь любви. Даже те, кто плохо закончил предыдущие отношения, следующие будут точно лучше. И, как сказать, ходите на свидание, встречайтесь, живите полной жизнью. Я прощаюсь с вами до вторника. Пока.